Друзья, всем привет! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по самым удивительным дорогам в мире. Среди них будут самые опасные, самые сложные, самые крутые и самые оригинальные маршруты. Мы покажем вам шоссе, где часто снимают фильмы, трассу, где регулярно проводят велогонку Giro d'Italia, футуристический мост, похожий на дракона, улицу, на которой проходят конфетные гонки. Эти уникальные пути проходят по сложным горным массивам, пересекают глубокие реки и соединяют шумные города. Они стали не просто маршрутом с точки А в точку Б, а местом, где хочется остановить авто и просто насладиться захватывающими пейзажами. Так что заправляйте полный бак и поехали смотреть 13 самых фантастических дорог современности. Пассаж дю Гуа, Франция. На побережье Франции, по дну залива Бурньёв, проложена асфальтированная отливная дорога. Автомобильная трасса длиной 4,2 километра удивляет и устрашает одновременно. Дело в том, что это единственный путь, что соединяет материковую Францию с островом Нуар-Мутье. И все бы ничего, но 2 раза в сутки пассаж дю Гуа буквально растворяется под ногами. Во время приливов дорога оказывается под водой на глубине от 1,5 до 4 метров. То есть она открыта для проезда примерно по 2 часа 2 раза в день во время отливов. Вдоль дороги через каждые 500 метров установлены вышки. Там спасаются люди, которых океан настигает врасплох. Тоннель Галиань, Китай. Одна из самых удивительных дорог в мире находится в горах в китайской провинции Хэнань. Причудливый путь пещерного типа протяженностью 1200 метров был открыт в 1977 году. Это единственная дорога, что связывает внешний мир с одноименной деревней Галиань. 13 сельских жителей на протяжении 5 лет вручную высекали ее в горной породе. Некоторые из них погибли в результате несчастного случая во время строительства, но люди все равно закончили начатое. Так получился тоннель 4 метров шириной и 5 высотой. Также в пещерной дороге Галиань прорубили около 30 окон для освещения дороги. Со временем это место стало туристической достопримечательностью и популярной съемочной площадкой. Развязка судьи Гарри Преджерсона, США. Самая сложная в мире транспортная развязка расположена в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Она была открыта в 1993 году и названа в честь бывшего федерального судьи Гарри Преджерсона. Развязка находится на пересечении 2 крупных шоссе – I-105 и I-110. Сложная система дорог включает в себя 34 хитросплетенные между собой линии, размещенные на 5 уровнях. Кроме пассажирского транспорта, в конструкцию входят железнодорожные пути Лос-Анджелесского метрополитена и транзитная дорога Харбор. На каждом из маршрутов транспортного узла можно повернуть в любом направлении. Но если пропустите свой съезд, точно потеряете полдня. Атлантическая дорога, Норвегия. Это участок оригинального двухполосного шоссе номер 64 в норвежской губернии Мёре-Ок-Рамсдал. Извилистый маршрут, тянущийся над Норвежским морем, соединяет остров Аверей с материком и полуостровом Румсдал. Его называют одной из самых живописных автотрасс мира. Атлантическая дорога простирается по гребню плотины на 8 километров. Она включает в себя 7 мостов и 4 смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид. Строительство шоссе проводилось в период с 1983 по 1989 год, и за это время конструкция пережила 12 ураганов. Также первые 10 лет эксплуатации за проезд по этой дороге брали плату, но потом ее отменили. Каракарумское шоссе, Пакистан. Асфальтированное международное шоссе проложено по непроходимой местности, вдоль высоких гор, глубоких ущелий и вечных льдов. Дорога длиной 1300 километров находится на рекордной высоте – 4700 метров над уровнем моря. Это сухопутный транспортный коридор, соединяющий Пакистан с Китаем. Он начинается в китайском городе Кашгар, пересекает горную систему Каракорум и Хунджерабский перевал и заканчивается в пакистанском поселке Тхакот.
Трасса очень сложная, местами слишком узкая. Здесь часто идут ливневые дожди и происходят оползни, что разрушают проезжую часть. Страшные дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом тоже, к сожалению, не редкость. Но самое ужасное то, что во время строительства Каракарумского шоссе с 1966 по 1986 год от лавин и падений погибло более 800 пакистанских и около 80 китайских рабочих. Стильвио Пасс, Италия. Захватывающие горные серпантины проходят в восточной части Альп, неподалеку границ со Швейцарией и Австрией. Самая высокая точка горной дороги находится на высоте 2757 метров над уровнем моря. Извилистая тропа насчитывает 75 крутых поворотов на 180 градусов, 48 из которых пронумерованы камнями на северной стороне. Она входит в топ-10 самых опасных дорог мира, и даже опытным водителям придется попотеть во время езды. Эта трасса неоднократно включалась в знаменитую многодневную велогонку Giro d'Italia и также часто используется для любительского спорта. Стильвио Пасс была сооружена Австрийской империей в начале 19 века, чтобы соединить Австрию с провинцией Ломбардия. С тех пор она почти не изменилась, только была реконструирована и оборудована бетонными отбойниками. Халтон-Хайвей, Аляска. Одна из самых удивительных дорог США берет начало в городе Фэрбанкс, в самом сердце Аляски, и заканчивается за полярным кругом, неподалеку от побережья Северного Ледовитого океана. Вдоль шоссе расположено 3 малонаселенных пункта, в которых всего проживает менее 60 человек. Дорога была построена в 1974 году для удобного транспортного сообщения с трансаляскинским нефтепроводом, который проходит параллельно к ней. Трасса, названная в честь местного инженера Джеймса Далтона, имеет длину 666 километров. Заснеженная Далтон-Хайвей – невероятно опасный маршрут со множеством скользких подъемов и спусков. Более 2/3 дороги покрыта гравием и лишь 175 километров асфальтом. Вокруг нее ничего нет, кроме дикой природы. Если вы все-таки решитесь преодолеть этот путь, то обязательно запаситесь предметами первой необходимости и медикаментами. Дорога троллей, Норвегия. Горный серпантин находится на юго-западе страны в регионе Вестланд. Узкая трасса является частью национальной дороги RV-63 и соединяет города Олдансес и Валдау. Она насчитывает 11 крутых поворотов, окаймленных ограждением из природного камня. Ширина дороги в некоторых местах не превышает 3,3 метра, поэтому здесь запрещено ехать на транспорте длиннее 12,4 метров. Уклон шоссе местами может достигать 9%. В осенне-зимний период маршрут вовсе закрыт из-за суровых погодных условий. Дорога троллей была открыта в 1936 году и органично вписалась в местные ландшафты. Вдоль всего шоссе обустроены специальные карманы, где можно припарковаться и насладиться умопомрачающими пейзажами. Кульминацией путешествия станет посещение главной смотровой площадки на высоте 858 метров. Дорога троллей – это одно из самых прекрасных и одновременно самых страшных мест. Мост Нанпу, Китай. Один из самых невероятных современных мостов находится в Шанхае. Это первый вантовый мост в Китае, общая длина которого составляет 8346 метров. Протяженность от одного берега к другому чуть больше 800 метров, а высота этой части конструкции превышает 400 метров. Канатное висячее сооружение было открыто в 1991 году вместо паромной переправы через реку Хуанпу. В основе сооружения стоят 2 150-метровые железобетонные башни, к которым прикреплены по 22 пары стальных тросов, поддерживающие дорогу. А въездная эстакада спиралевидной формы придает этой архитектурной жемчужине футуристичности. С высоты мост Нанпу выглядит в духе эстетики Востока. Конструкция похожа на дракона со свернутым хвостом. Болдуин-стрит, Новая Зеландия. Самая крутая в мире улица, согласно книге рекордов Гиннесса, находится в новозеландском городе Данидин. При 359 метрах длины дорога поднимается вверх почти на 80 метров. Внизу у Бьюкенен-стрит она умеренно крутая, а ближе к верху у Норт-роуд.
уклон резко возрастает, достигая 19 градусов. По сути, каждый метр длины улицы возвышает ее примерно на 2,8 метра. По обе стороны дороги сооружены дома, которые буквально вкопаны в холм и выведены в горизонталь. Местные жители, невзирая на трудности, гордятся такой достопримечательностью. Ежегодно здесь проводятся благотворительные акции и спортивные забеги. С 2002 года на Болдуин-стрит проходят конфетные соревнования. Сладости нумеруют и спускают с уклона вниз, стараясь попасть в специальную воронку. Безусловно, существуют улицы, что могут посоревноваться с Болдуин-стрит в крутизне, но пока она остается действующим рекордсменом. Шоссе Яси или Небесная дорога, Китай. Китайская скоростная магистраль Яси – одно из самых впечатляющих сооружений в мире. Извилистая линия длиной 240 километров проходит 12 сейсмических зон с многочисленными разломами. Большую часть шоссе занимают туннели внутри скал, мосты через ущелья и виадуки по вершинах гор. Каждый километр дороги поднимается ввысь на 7,5 метра. Все ближе к облакам. В строительстве Skyroad китайские инженеры использовали множество инновационных материалов и технологий. Конструкция является устойчивой к возможным сейсмологическим активностям и другим стихийным бедствиям. Трасса Яси – это не только великолепный проект, но и инструмент для улучшения экономики Китая. Небесная дорога соединила горные регионы страны с восточными портами и открыла отдаленные провинции, богатые полезными ископаемыми, шелком, чаем и керамикой. Коль-де-Турини, Франция. В южной части французских Альп в округе Ницца расположен опаснейший серпантин Коль-де-Турини. Трасса начинается среди сказочных горных пейзажей и заканчивается въездом в ущелье на высоте 1600 метров над уровнем моря. Коль-де-Турини – это узкое 30-километровое шоссе, состоящее из сплошных поворотов. Здесь почти нет прямых отрезков. А сама дорога местами настолько узкая, что ее едва хватает на 1,5 машины. С одной стороны шоссе находится отвесная скала, а с другой — огромная пропасть, от которой защищает лишь небольшой бордюр. Частые дожди превращают асфальт в скользкое стекло, что приводит к многим вылетам и авариям. Но это не помешало Коль-де-Турини получить название самой драйверской трассы в мире. Горная дорога является одним из самых опасных этапов ралли Монте-Карло Rally of WRS. Также трасса иногда включается в велосипедные гонки. Трансфегеражское шоссе, Румыния. Горная дорога в Карпатах пролегает через горный массив Фегераш и соединяет между собой две румынские области – Трансильванию и Валахию. Колоритное шоссе имеет длину 261 километр, а его наивысшая точка достигает 2034 метров. Серпантинная дорога считается одной из красивейших в мире и входит в топ-10 основных достопримечательностей Румынии. В 2009 году команда британской передачи Top Gear тестировала здесь спорткары. Ведущий Джереми Кларксон назвал дорогу лучшей для спортивной езды. Трансфегараш был сооружен для военных целей в 1970-х годах по приказу румынского диктатора Николая Чаушеску. Во время строительства было использовано около 6000 тонн динамита и погибло около 40 работников. Но затея себя не оправдала. Содержать трассу оказалось слишком дорого, так как зимой здесь часто бывают снежные завалы. Сегодня Трансфегаражское шоссе открыто лишь с 30 июня по 1 ноября. Дороги стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и тем человеческим творением, которое искусно дополняет живописную природу. Мы уверены, что в будущем нас ждет еще больше захватывающих архитектурных шедевров от современных гениев инженерии. А пока представьте, что прямо сейчас у вас есть возможность прокатиться по любой дороге из нашего видео. Куда бы вы отправились?